Дорогие зрители, слушатели, я вас приветствую. Вот я, значит, обещал ежедневный репортаж из Израиля. Но сегодня будет не репортаж, а в записи выйдет по обоснованным причинам, потому что я хочу рассказать о бомбоубежище, о Мамаде. Много нас спрашивают об этих бомбоубежищах, потому что, ну, с одной стороны, всем интересно, как они устроены, и слово еще такое Мамад, да? Хотя это просто бомбоубежище, убежище. Вот. А с другой стороны, тоже с этим смыкается вопрос, насколько вообще здесь все мы в безопасности, да? Так вот, из убежища не идет хорошо как он называется-то, мобильный интернет, поэтому я это все передам в записи. Вот пойдемте. Вот это вот у меня, собственно, дверь моей квартиры. Это не дверь Мамады. Мы выходим в коридор. Вот, это у меня дом такой, он относительно новый и относительно модный. Видите, картинки на стенах, вот картинки на стенах. И относительно новый. Я объясню потом, почему, зачем я это рассказываю. Вот лифтовые шахты. Ну, модность еще выражается в том, что, видите, здесь такой коридор, как в кино. Лестничная площадка, как мы привыкли. И вот, собственно говоря, вход в бомбоубежище. Обычно эти бомбоубежища часто бывают в домах постарше, прямо в квартирах, да? Но, естественно, они меньше, не рассчитаны на одну семью. Здесь у нас рассчитано на этаж это бомбоубежище. Да, потом, почему я еще не стал снимать во время тревоги, вы понимаете, что здесь люди, и я не думаю, что они бы дали разрешение на съемку, потому что некоторые, можно сказать, не накрашены девушки. Ну и вообще, по-хорошему надо спрашивать разрешение на съемку. Ну вот, значит, Мамада. Вот там железные двери. Сейчас я покажу. Вообще, по науке она должна быть закрыта. По науке она должна быть закрыта, она закрывается герметически. Я не самый большой специалист по физике и химии. Вот это одна из систем жизнеобеспечения про воздух что-то, насколько я понимаю. Вот. Это тоже про очистку воздуха. Эти Мамады в большом количестве стали появляться в 91 году. В 91 году, после того, как Саддам Хусейн, или 91-м, или 90-м, когда Саддам Хусейн угрожал химическими атаками и бросал советские ракеты на территорию Израиля. Вот по причине химических атак здесь вот это все наглухо закупорено, да? Возможности химических атак. Разумеется, и стены усилены. Я небольшой специалист в усилении стен, поэтому лучше у Гугла спросите, чем они усиляются. Ну, видите, я вам показываю бомбоубежище. Я надеюсь, что по законам военного времени меня не расстреляют за раскрытие каких-то секретов. В всяком случае, я нигде не читал здесь, что здесь запрещено снимать. Ну вот. Это, соответственно, вот такой стояк, который идет на все этажи. У нас 7-й этаж. И это все усилено. Это идет через все этажи, на каждом этаже такие вот штуки. Вот это велосипеды. Они не имеют непосредственного отношения к обороне. Но это в нагрузку. Вот эти вот люки, если когда что-то, не дай бог, случится, пролезать, окно бронированное, закрытое железными ставнями. Вот это вот подушки, которые оборудовала моя дочка. Вот видите, подушечки на них сидят, а это запасы еды и воды. Надо сказать, она практически единственная на всем этаже это сделала. За что ей сказать уважение. Я тут сделал, кто-то еще. Это наш сосед сделал, она офицер в запасе, израильская армия, она тоже понимает, что делать. Вот эти вот штуки, это под туалет. Вот, это под туалет. Если здесь долго проводить время. Какая система вообще здесь с сиреной? Понятно, сирены включают, когда хоть что-то летит из газа. Любая хрень. Ну, мухи и птицы не учитываются, а что-то такое запущенное, у которого сирены включают.
Понятно, что по большей части это не долетает, это сбивает купол. Но на случай, если прилетит что-то более тяжелое, известно же, что эти хуситы прокси Ирана что-то запустили из своего Йемена, из своей Хусейнии. Вот, и эти ракеты сбили американцы. А вот для чего вот эта красная труба, я не знаю, честно говоря. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, у меня, в общем-то, мало сомнений, что организаторы этого всего, то, что происходит сейчас, закончат свою жизнь так же успешно, как Саддам Хусейн. Другое дело, что сейчас их много, судя по всему, таковые имеются и в Тегеране, и в Москве, и в Пекине, и здесь на местности, ну, не организаторы, скажем так, интересанты, да? Но сейчас мы, видите, находимся внутри всей этой истории, и вот я вам рассказал, как значит, гражданское население куда заходит во время тревог, во время сирен. Сирен, да, бывает много, когда летит хоть что-то, сразу сирена. Вот, и слышны взрывы отсюда, это ПВО сбивает ракеты. Было запущено 8 тысяч ракет по Израилю. Все, я закончил. Всем хорошего дня. Ставьте лайки ставьте. И пишите комментарии, потому что так больше народу посмотрит. А если вы не будете ставить лайки и писать комментарии, что даже вы не посмотрите. Спасибо. Минуту.